Еврокомиссии, фон дер, твоя любимая, с женской логикой, которую я тебя попрошу прокомментировать. Значит, есть у меня цитата, но не хочу ее цитировать, объясню в двух словах. Значит, несколько ее заявлений. Первое — это цены на газ в Европе выше, чем в США и в Китае, поэтому их надо снижать. Но одновременно, значит, надо отказываться от российского газа и закупать больше американского СПГ. И, соответственно, снижать цены на газ, вот отказываясь, скажем так, от тех цен на российский газ, которые они имели, и закупать, значит, априори дорогой американский СПГ. Это первое заявление. Второе, значит, надо больше вкладывать в зеленую энергетику, и она ввела какое-то новое понятие — зеленая энергетика нового поколения. Вот расскажет, что зеленая энергетика нового поколения. Вот. Ну и третье, она опять вспомнила о том, что надо полностью, значит, отказаться от всех российских энергоносителей, но цены на них надо снижать. Вот такая вот, значит, ну, на мой взгляд, не совсем простая логика, не знаю, она там женская, она европейская, она, может быть, третье какое-то ты там понятие подберешь. Профессиональное. Профессиональное, да. Ну да, профессионал в мире энергетики Урсула фон дер Ляйен, согласен. Вот, ну, во-первых, конечно, хочется всех граждан Евросоюза поздравить с тем, что у них великолепный руководитель. Нам такого не надо, вам повезло, ребята, она молодец. В мире есть государства, которые зависят от импорта энергетических ресурсов. В этих странах очень хорошо выучили слово диверсификация. Чем больше у вас поставщиков, тем ровнее у вас цены, тем меньше у вас шансов попасть в какие-то передряги. Образцово-показательно в этом отношении себя ведет Китай. Там нельзя назвать ни одну компанию, ни одну страну, которая занимает подавляющую часть рынка и может чем-то там манипулировать. Все выстроено аккуратно. Есть собственная добыча, есть поставки из Саудовской Аравии, из России, еще из десятка стран, и все более-менее в равновесии. Если уменьшаешь диверсификацию, то увеличиваешь риски того, что цены станут волатильными. Если Урсула фон дер Ляйен этого не знает, ну, это не наша проблема, слава богу, это европейские проблемы. Тем более, что у нее единомышленников хватает. У нас газ идет со всех сторон, мы одну сторону отрежем. Ой, а почему он подорожал? Что такое? Как же так? Такое удивление вызывает. Но этот стиль ей нравится. С этим ничего не сделаешь. Напомню, что если брать такой средний объем поставок из России, конкретно страны Евросоюза, то где-то было порядка 150 миллиардов. Общие поставки в дальнее зарубежье в статистике «Газпрома». Там присутствовала и Сербия, и Турция. То есть, ну, надо вычленять то, что вот касается именно Европейского Союза. При этом потребление в 2021 году было порядка 400 миллиардов кубометров. Ну, вот, казалось бы. Сейчас, если смотреть на итоги минувшего 2024 года, когда еще продолжался транзит через украинскую газотранспортную систему, удалось из России в Евросоюз поставить что-то порядка 35 миллиардов кубометров. Вот такое снижение. Да, это более чем заметно для «Газпрома». Снизился объем добычи. Разумеется, должны были снизить поступления в бюджет, но Министерство финансов со знаменитой нашлепкой на НДС, вот то, что должно было стать меньше, стало чуточку больше. Стало чуточку хуже «Газпрому». Будем надеяться, что он пережил. Хотя некоторые заявления тоже вызывают здоровые опасения по поводу того, какие настроения царят в нашем газовом концерне. Ну, что произошло с самим Евросоюзом? Все это проходило под громким треском. Мы отказались от тоталитарного, авторитарного газа, очень агрессивного, который съедал все наши электростанции и вызывал пожары на наших кухнях. Теперь у нас, слава богу, можно обходиться без него. Оказывается, потребление газа с 410-415 миллиардов кубометров снизилось до 300. То есть это не замещение, это просто отказ от газа. Отказ от газа, потому что как летом 2021 года энергокризис стартовал, так он до сих пор, собственно говоря, и продолжается, может быть, более вялый. И если вы слышите разговоры о том, что кризис вызван событиями 24 февраля 2022 года, тогда будьте добры объяснить мне, почему в декабре 2021 1000 кубометров газа на бирже Тетяев стоило $2000.
Кризис начался летом 2021 года. Любые попытки европейцев заставить нас об этом забыть должны быть пресечены. Вот запомните просто. Вот как факт. 2021 год начинался при цене в районе $170 за 1000 кубометров. Летом он был 600. А в декабре, повторяю, с 2000. До всяких событий в Северном Причерноморье. То есть, в чем причина? Причина в том, что в соответствии с принятой еще в 2011 году целевой моделью европейского газового рынка, там целый пакет документов, внедряться они начали в 2019 году, в 2021 году вот результат. Это полный отказ от привязки стоимости газа к стоимости нефтяной корзины. Там, когда говорят просто к нефти, нет, неправда, там немножко все сложнее. В свое время энергетический рынок Европы это был уголь, нефть, мазут, печное дизельное топливо, так называемое. Пришел новый вид энергетического ресурса – газ. Вот представьте себе логику поставщика газа. Я должен предложить настолько выгодно, чтобы у меня стали покупать. Значит, как объяснить покупателю, что мой товар выгоден? Вот теплотворная способность нефти, мазута, дизельного топлива. Вот теплотворная способность газа. Вот уже видно, сколько кубометров надо, чтобы заместить тонну того или иного вида топлива. Согласится покупатель брать? Нет, не согласится, потому что если нефтяные продукты можно хранить просто в цистерне, рядышком вот с электростанцией поставил, и все в порядке, то здесь надо тянуть трубопроводы, обустраивать ПХГ, ставить компрессорные станции, значит, нужна скидка. Вот вся логика. Вот она, нефтяная привязка. Предложить так, чтобы покупателю было выгодно. А еще предстоит вкладываться в строительство газовой электростанции, то есть, чтобы все было устаканено. В 2011 году было принято решение в Еврокомиссии, что надо ориентироваться только на результаты торгов, спотовые торги. Если кто-то забыл, что такое спотовый газ, наверное, стоит вспомнить, да? Буквально в двух словах. Мне кажется, те, кто нас смотрит, отлично это все представляют. На всякий случай. Для тех, кто недавно подписался или уже успел забыть, опять же, у каждого в жизни событий более чем достаточно. И далеко не все глубоко в это погружены. Спотовый газ, что это такое? Месторождения, что ли, какие-то отдельно взятые? Нет. Все намного проще. Опять же, торговлей в Европейском Союзе газом занимались многие компании. Известно, что летом цены дешевле. Логика бизнеса до предела проста. Летом купил подешевле, заплатил соответствующий тариф за хранение в подземном хранилище газа, дождался, пока зимой цены выросли, продал. Все. Рассчитался за хранение, получил определенную маржу, я доволен. До лета отдохнул, цены упали, опять закупил и так далее. Но это хорошо в том случае, если ты точно рассчитал, что у тебя весь объем будет продан. То есть вот, закупил там, не знаю, 100 миллионов кубометров, 100 миллионов продал. А тут теплая зима, на заводе какая-то ремонтная компания началась, которую меня покупал. Бац, у меня осталось 15 миллионов непроданными. Что с ними делать? Либо доплатить за хранение и продать следующей зимой, либо хоть как-нибудь продать, чтобы к тому моменту, когда цены будут свободны, мои объемы в подземном хранилище можно было заполнить по новой. И они его сбрасывали. Вот он, спотовый газ. Тот, который летом купили, а зимой не смогли продать. И который невыгодно хранить в подземном хранилище. Дорого. Все. Никакого другого спотового газа. Это не отдельное месторождение, не отдельный вид газа. Вот оно. Вот торги вот на этом спотовом рынке решили сделать ценообразующим. Сделали, отказавшись от нефтяной привязки и в соответствии с этой целевой моделью отказались еще от долгосрочных контрактов. То есть сиюминутно появился газ, вывели его на торги, получили цену, вот все хорошо. Вот все хорошо. Даже если считать, что энергетический кризис закончился, то если средние цены до 2021 года в Европе были порядка 170 до 200 дотягивались, но это сезонное повышение, летом снижение, то есть среднее, там, наверное, в районе 200 получится. Сейчас 500 с лишним. Вот результат вашей работы, господа из Еврокомиссии. Соответственно, дальше, следующая опять фразеология все та же. Мы будем закупать СПГ у США. США не продают СПГ. Не продают. А ты не покупаешь. Ты, Еврокомиссия, не покупаешь ни грамма нефти, ни одного кубического миллиметра природного газа. Покупают компании.
Я понимаю, что у Урсулы фон дер Ляйен легкая степень мании и величия, но нельзя же так. Ты можешь договориться с Трампом о чем угодно, он тебя в баночке будет возить. Больше ты ничего не можешь. Все остальное делают компании. Соответственно, надо вспоминать, каким образом газ, произведенный на территории Соединенных Штатов, попадает в Европу, СПГ. Если посмотреть в раздел статистики, который ведет Управление информацией при Министерстве энергетики Соединенных Штатов, совершенно не секретная информация, там отслеживается каждая партия СПГ и указывается маршрут, куда она ушла. Так вот, первое место среди компаний, закупающих СПГ в США, Total Energy. Именно она поставляет газ в Европу. Второе место – BP, англо-голландская. Именно она везет газ в Европу. Третье место – Shell. Именно она везет газ в Европу. Не США, это европейские компании покупают. И европейские компании продают. В США они покупают, естественно, на основе законодательства Соединенных Штатов. В Европе продают на основании законодательства Евросоюза, не нарушая закон ни там, ни там. И когда какой-нибудь Макрон выходит и говорит, что он недоволен тем, что цены на газ в США намного дешевле, я поеду к президенту США и буду с ним разбираться, не надо ни с кем разбираться. В Total зайди, он у тебя в 2 кварталах, пешком дойди. И то же самое с Урсулой фон дер Ляйен. В Штатах газ дешевле, чем в Европе. Дешевле. Сейчас на уровне $110 за 1000 километров, у вас 500. Ну, вот казалось бы. А как такое? А что ж так? Но вы ничего не можете сделать. Вы приняли вот эту вашу целевую модель европейского газового рынка, вы по ней живете. Даже если Total или BP в порыве патриотических чувств желает продать подешевле, не получится. Потому что надо выводить этот газ на TTF. А там как цена сложится, так и продашь. Цена газа в США, ну, это отдельная история. Добывают они значительно больше, чем даже в России. Под 1 триллион кубометров объем вырос. При этом растет спрос внутри. Как еще в годину Обамы была принята программа замещения угольных электростанций газовыми, так она идет потихоньку. Без таких рывков, как в Европе, то есть без перекосов, плавненько. Следующий момент. С того момента, как началась операция «Украина» в исполнении Соединенных Штатов под знаменитым лозунгом Виктории Нуланд, медленно, но верно реальный сектор экономики перетекает за океан. Причина понятна. Здесь газ 500, что с электроэнергией. Ветер дует, прекрасно. 30 евро за мегаватт. Ветер кончился. Ну, вот, вчера закончился ветер в Германии, чуточку похолодало. Ну, тот самый холодный темный штиль, вот вся эта фразеология. Мегаватт 300 евро на день сегодняшний. Завтра он может быть 0, а послезавтра 900. То есть, если у меня реальный сектор экономики, если я пытаюсь сосчитать, сколько у меня стоит то, что я произвожу, у меня не получается. Я на калькуляторе должен там с утра до вечера сидеть, высчитывать. В Штатах торги только на национальной бирже Хенри Хаб и отделениях в Штатах. И все. То есть цена относительно стабильная. Если смотреть прошлый год, то, наверное, средняя получится где-то в районе 80. Очень похоже на Россию. А здесь вот такие колебания. Зачем мне это надо? Рынок там. Теперь и Трамп напоминает о том, что если вы ваши европейские автомобили производите у меня в Соединенных Штатах, у вас нет пошлин, транспортных расходов, у вас нормальная цена на электроэнергию, на природный газ. Природный газ вас тоже интересует, потому что если вы в салон автомобиля заглянете, то там практически продукция газовой химии вот сверху донизу. Вот это все по совершенно стабильным ценам. Рынок. В Европе вроде как 400 миллионов жителей, в Соединенных Штатах 350. Но минус транспорт, минус пошлины, минус вот эта волатильность вся эта. Ну, потихонечку. Понятно, что разговоры о том, что прямо у нас на глазах вот со дня на день загнется Европа, не загнется. Реальный сектор экономики – это огромное предприятие. Они не переводятся в чемодане, волшебной палочки ни у кого нет, мышкой кнопки не перетягивается, да, как в игрушках, да, вот стоял завод здесь, перетянул сюда. Зажал и передавил. То есть процесс пошел. Будет он идти с большей динамикой или с меньшей, разговаривать можно только об этом. То, что его в обратную сторону уже не развернуть, ну, с каждым днем все более очевидно. Если кому-то не очевидно, ну, загляните на страницы СМИ, почитайте, что там в той же Германии происходит,
как Польша переживает о том, что вот у них были производители азотных удобрений, а пора закрывать, потому что уже никак. Но каждое переехавшее предприятие в Соединенные Штаты, получившее еще и льготы по закону о борьбе с инфляцией, при Байдене принятом, увеличивает спрос на газ. По совершенно естественной причине. Больше электроэнергии требуется, значит, больше газа. На химическую переработку больше газа, больше и больше. И возникает вопрос, а что, собственно говоря, со всеми этими планами по наращиванию объемов производства СПГ, которые у американских компаний имелись? Если пересчитать все, что было заявлено, все планы, то на рубеже 2027 года там, за чуть больше 2 лет должно появиться производство еще на 200 миллионов тонн, то есть еще на 300 миллиардов кубометров. Поэтому, когда спрашивают, а почему Байден был такой глупый и недальновидный, что прекратил выдачу новых лицензий, тоже как бы такой фактор, вот все были возмущены, но выдача новых разрешений на экспорт прекратилась для тех проектов, где не было принято окончательного инвестиционного решения. То есть все, что уже начало воплощаться в реальность, пусть себе работает. А вот по поводу новых надо задуматься. Трамп сейчас после инаугурационной горячки это тоже отменил. Но вопрос. Сейчас, если представить, что все СПГ-заводы работают на 100% мощности, а это далеко не факт, на всякий случай. Так же, как регистрационных терминалов в Европе очень много, но они загружены где-то процентов на 50-60. У них очень большая мощность, но они используются. Вот если представить себе, что все СПГ работают на 100% мощности, то из Штатов будет вывозиться 300 миллионов тонн, 250 миллионов тонн или порядка 300 миллиардов кубометров. А им самим-то хватит, что у них с ценой будет внутри? Вопрос. Призывы Трампа о том, чтобы уравнять торговый баланс между Соединенными Штатами и Евросоюзом за счет поставок энергетических ресурсов, ну, давайте высчитывать. Цифра названа. 300 миллиардов кубометров. Я хочу, чтобы все это было сбалансировано. За счет нефти, ну, если смотреть на автопарк Европы, он дизельный. То есть наращивание поставок той самой легкой нефти марки WTI и марки, сверхлегкой нефти марки Бакен в пользу бедных не получается. Вариант добиться того, чтобы в Европе были закрыты все нефтеперерабатывающие заводы и шли только американские нефтепродукты, ну, может, когда-нибудь и получится, но не быстро. Быстро не получится. За счет СПГ можно добиться, как ни странно, достаточно высоких показателей, именно потому, что покупают европейские компании. Но европейские компании никто не обязует купленные в Соединенных Штатах СПГ везти в Европу. Таковы особенности европейского законодательства. Если Катар не позволяет никуда шевельнуться, у него всегда есть привязка к точке доставки, свои танкеры, газовозы. Вот ты подписал в европейской компании, мы договорились о цене. В Азии сейчас цена выше. Если ты у меня на своем танкере заберешь, я рискую тем, что этот танкер окажется в Азии, поломает мне там мою игру. Поэтому будь добр. Ты Польша? Да. На твой регистрационный терминал, на моем танкере-газовозе, я еще посмотрю, как там правильно ли вставлен шланг, чтобы все аккуратненько перетекло. В Соединенных Штатах ничего подобного. Там собственность на конечную продукцию появляется с того момента у покупателя, как эта продукция образовалась. Вот упала капля СПГ, и тоже твой. Все. Если хочешь хранить его, потому что танкер не успел вовремя подогнать, вот криогенная емкость, подпиши договор аренды и храни. Перелил на борт, делай, что хочешь. Отошел на 20 миль, слил в Атлантический океан, потому что на коньках капитану захотелось покататься. Твои проблемы. Твои проблемы, родной. Вези, куда хочешь. И именно поэтому вот эти крупнейшие европейские компании идут за американским СПГ. У них полная свобода действия. Выгоднее продать в Азию – продадим в Азию. Выгоднее продать в Европу – продадим в Европу. Не очень выгодно, но зато в Южную Америку, СПГ-заводы в Штатах на побережье Мексиканского залива, то есть очень короткий рейс. Может быть, ниже маржа, зато за это время мы сделаем, пока везем в Европу, рейсов, здесь 10 рейсов сделаем. Они сами решают, что им выгоднее. Все. Но в статистике будет отражаться, что торговый баланс между Европой и США потихонечку приходит в равновесие. Европейские компании покупают произведенные в Соединенных Штатах продукцию. Все хорошо.
Так что здесь исправление баланса возможно. Пожелание Урсулы фон дер Ляйен закупать больше американского СПГ тоже реализуемо. А вот вопрос, попадет ли этот СПГ в Европу, Это уже... это как расклад на рынке будет. Сможете вы там какими-то махинациями на бирже добиться того, что цена будет значительно выше, чем в Азии, весь СПГ придет к вам. Других вариантов маневра, после того, как вы отказались от долгосрочных контрактов, вы сами себя лишили возможности хоть как-то маневрировать. На вас Катар косо смотрит, потому что вы там еще какие-то слова про ESG вздумали заявить, ну и дождались заявления Катара. Если нас попытаются оштрафовать, мы вообще на европейский рынок не придем. Все. Так что, ну, с одной стороны, грустно за Европу, с другой стороны, это возможность внимательно смотреть за происходящим и делать выводы. Выводы мы делаем порой достаточно странные. Я сейчас просто поделюсь информацией, не хочу ее сгоряча оценивать. Я надеюсь, что многие из тех, кто смотрит, к этому присмотрятся и задумаются. Сегодня на сайте правительства Российской Федерации появился текст распоряжения номер 78-Р от 23.01, вчерашнее. Звучит вполне себе бюрократически. Позицию 30 инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства от 6 октября 2021 года, исключить. Я бы и внимания не обратил, но добрые люди показали, что пункт 30 вот в этом перечне инициатив социально-экономического развития Российской Федерации звучал очень коротко. Прорыв на рынке СПГ. Исключить. Сегодня комментировать не буду. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит, потому что в соответствии с тем, что говорило нам наше правительство, мы должны выйти на объем производства 100 миллионов тонн СПГ к 2030 году. Здесь инициатива под названием «Прорыв на рынке СПГ» до 2030 года просто исключен. Я понимаю, что у нас большие сложности во всем, что касается производства СПГ. У нас только Ямал-СПГ еще не попал под санкции, Арктик-СПГ-2 под ними. Среднетоннажные проекты, заводы СПГ, работающие на побережье Балтики, Криогаз Высоцкая, портовая, под санкциями. Сахалин то под санкциями, то не под санкциями. Там постоянное исключение, потому что один из весомых союзников США, Япония, охотно этот газ покупает, короткое плечо, немножечко подешевле, побыстрее и так далее. Но идти на то, чтобы добровольно вот от этого отказаться, я этого не понимаю. Тем более, что касается судостроительного комплекса «Звезда», то положительные новости вот с начала года стали появляться. Закончились успешно ходовые испытания первого танкера-газовоза. То есть есть большая вероятность того, что обещанные в этом году 5 танкеров-газовозов усиленного ледового класса действительно войдут в строй. Там еще 4 на последних этапах достройки, то есть вот шансы появляются. Вот такая инициатива. Я думаю, что об этом можно поразмышлять, но какую-то отдельную передачу надо делать или здесь на «Спутнике», или у себя на геоэнергетике, на аналитике. Где-нибудь я попробую об этом поразмышлять, что все это значит. В связи с чем вот такие события. Вот